Cuphead — это хардкорный 2D-платформер, выполненный в стиле старых диснеевских мультиков 20-х годов. Cuphead стал культовым и получил множество наград за свою оригинальность и непохожесть ни на одну другую игру. Это тот самый случай, когда инди-игра удивляет и поражает своим уровнем проработки любой мелочи, потому что ее рисовали вручную. Я лично познакомился с ним в 2017 году, и это был такой экспириенс, который я никогда в жизни не забуду. Столько я еще никогда не умирал и не матерился ни в одной другой игре, даже в Dark Souls. Каждый босс был для меня испытанием, я траил его часами, а иногда и весь день уходил. И когда наступал тот сладкий момент победы, эмоции, радость и эйфория захлестывали меня, сердце билось, а в душе было чувство, что мне по плечу свернуть горы или переплыть океан. Я никогда не забуду этот шедевр и тот удивительный опыт, который мне подарила Cuphead, став моей персональной игрой года, наравне с Ведьмаком. Начинается игра с традиционного выбора персонажа. Мы можем играть как за голубую чашечку, так и за красную. На самом деле очень разнообразный выбор, но думаю многих, как и меня, огорчит отсутствие выбора расы, гендера, вероисповедания и ориентации героев. Игра сделана грязными сексистами, поэтому такой роскоши тут не ждите. Выбираю красную чашечку, больно уж голубая мне подозрительно подмигивает, на зоне бы за такое явно не уважали. И далее начинается комичный сюжет в стиле карты, деньги, два ствола, только карты, деньги, два осла. В общем, есть два брата, они за любой кипиш и суету, но при этом отрицают все материальное. Панки 21 века. Они кайфуют терцем в своем лесу, где живут со своим дедуганом старым чайничком. Дедок помалу воспитывает мальцов и дает свое наставление: не играйте в казино с чертями. Зрители спросят, а откуда в лесу казино? А я откуда знаю? Мне лично интересно, почему у чайников растут усы. Ну и как это часто бывает, малые ослушиваются старого мудрого деда и идут играть в казино. Ну тут все понятно, любители кейсов в доте. И видя, как вот-вот сорвут банк, решают на кон поставить свои души. А почему бы, собственно, и нет? И кто бы мог подумать, Нави опять проиграли Мираж 16-0, а значит деньги с обедов сгорели. Малые поняли, что наложили в штаны и попросили вернуть свои души. Демон, конечно, понты покидал, хвостом потряс, но позволил малышне отыграться. Он сделал их своими суетологами, которые должны выбивать бабки и души из других жителей сказочного леса. Пенсионная реформа в действии. На этом мы начинаем шпилять. Деда благословляет нас на подвиги и дает накатить волшебного самогону, от которого мы теперь можем стрелять из пальца. Странно, когда я в последний раз пил дедовский самогон, ослеп. Мы отправляемся на кипиш с должниками. Тут я вначале деду помассировал, массаж спины недорого, кому надо, заказывайте в комментах. Выходим в открытый мир, который тут круче, чем в Ведьмаке. Там вот знаки вопросов всякие, гриндить надо, позорище какое-то. А вот в Cuphead мы можем по душам базарить с местными мужиками. Одного я шугнул и забрал лаве, на которое приобрел лютую имбопушку, позволяющую на пару секунд становиться невидимым и не получать урон. Только хохма в том, что я-то стану потом видимым, а твой батя нет. Второй перчик показал, как найти первого босса, который стоял у него за спиной. Лютые овощи. По очереди на нас выскакивают ожившие овощи. Картошечка, лучок, морковка, которая самая прикольная и пытается нас загипнотизировать. Вот с ней приходится повозиться. Пара стрейфов и легкая победа. Следующий босс — лягухи-борцухи. Тут уже посложнее. В отличие от овощей, которые стоят АФК и ждут, пока их побьют, лягухи активно носятся и кружатся, плюются горячими мухами, пускают шары, сдуваются. Во второй фазе они превращаются в казино с убойными быстрыми монетами. У них очень сбитые тайминги, легко получить по лицу, и только ты привыкаешь к ним, появляются платформы с мячиками. Не босс, а произведение искусства. Когда я проходил эту игру впервые, я испугался. Если это только второй босс, что тогда будет в конце? Но даже финальный босс занял у меня меньше времени, чем эти двое. Я думаю, их специально поставили в начале, чтобы отсечь большую часть слабых игроков, которые сразу побежали оформлять рефанд. Но несмотря на их имбовость, я все-таки побеждаю. Тут главное в ритм войти и ловить тайминг прыжков. Решил немного прогуляться и отдохнуть после такого хардкора. И представьте себе, обнаружил мавзолей посреди леса. Тут за волшебной чашей охотятся злые усатые духи. Отгоняю их, и вылезает золотая чашечка, говорит: большое спасибо, расти большой. Чашечка дает нам возможность ультовать, чтобы наносить больше урона. Всего в игре 3 вида ульты. Первая — просто большой дамаг, вторая — неуязвимость на пару секунд, и третья, самая бесполезная — дядя Ероха, который постоянно не в ту сторону улетает, и им хрен попадешь. Когда кто-то дамажит, заряжается ульта. Когда я играл впервые, именно благодаря ей я прошел самых сложных боссов. Тут главное накопить побольше и к последней фазе, которая обычно самая сложная. На радостях от обновки я побежал в гости к Колобку. Колобок уже не тот. А может, Кабалок? Видно, он аж посинел от выбросов.
Хоть и выглядит мирно и дружелюбно, чем усыпляет бдительность многих молодых игроков, но может создать массу проблем за счет своих постоянных непредсказуемых прыжков, когда раздувается. Вообще полкарты загораживает, а уж когда своими граблями начинает махать, хоть стой, хоть падай, легко остаться без челюсти. Но даже тут у меня есть лайфхак. От его двоечки нужно ложиться на пол, а чтобы он не придавил в прыжке, надо смотреть на его тень и не стрейфиться, пока он не будет приземляться. Также не забываем прыгать по розовым шарикам, когда он задумывается, они быстро накапливают ульту. Вначале я немного запаниковал и начал бегать туда-сюда, не понимая, что вообще надо делать. Но к середине боя я уже разогрелся и начал читать каждую его атаку. В третьей фазе он становится гробом на колесиках, лайкос, если хотел бы себе такое же хайповое транспортное средство. Его удар легко мансит, и я без проблем побеждаю. И следующий босс Хильдеберг, очень колоритная бабка, вертолет, что называется дама с огоньком. Обладает аж 6 фазами и все максимально разнообразные. Она превращается то в овцу, то в большую луну, то в стрельцов, то в близнецов. В общем, заскучать не дает. Единственная сложность в процессе прохождения, что сложновато смотреть на множество мелких объектов. То звезды, то шарики, то еще что-то. Глаза просто разбегаются, из-за чего вы можете застрять тут на пару часов, как это было со мной. Тут самое главное не забывать, что вы можете постоянно уменьшаться и мансить вокруг снарядов. Обычно к последней фазе ты уже доходишь дохлым и усталым, из-за чего легко проиграть, но не в этот раз. Хоть она и оставила мне одно хп, я неведомым образом умудрился выиграть. Просто посмотрите, сколько здесь разных объектов. И последний папа-босс на острове — забивная морковка. Именно он дался мне сложнее всего почему-то. Сам по себе он довольно плевый, но вот эта его шляпа крутящаяся, постоянные сорняки и птицы, которые летают над головой, за всем сразу невероятно трудно уследить, поэтому я часто умирал. А вот в третьей фазе вообще кошмар, он еще корни свои пускает, под которые очень легко попасть. Самый верный способ борьбы с ним — стоять вдалеке и сначала расчистить растения. А так, по моему мнению, этого папу специально поставили в конце, чтобы проверить все, чему научился игрок за последние 5 часов. Увороты, парирование, байты растений, и за всем надо следить. Уровень концентрации просто нереальный, и спустя пару траев я побеждаю. Очень душный товарищ, и как мне кажется, его сделали слишком жирным, хпшек там очень много. Поэтому, ребята, не стойте к нему вплотную и все время двигайтесь. Кстати, как вы заметили, у меня тут где-то новая пушка появилась магнитная. Для меня, как человека, любящего стоять за спиной, просто отличная находка. Да и стоит недорого, всего 4 монеты, которые я любезно отжал у дятла Вуди, но это уже совсем другая история. Ну все, ребята, это был последний босс первого из 3 островов, остались еще несколько, которые мы разберем чуточку попозже. Вот что мне показалось спорным в Капхеде, так это имбовые девайсы, которые можно купить в самом начале. Когда я проходил впервые, разрабы поставили неравномерные пушки, в то время как одна имба, а вторая вообще не дамажит, а также уровни Run and Gun, в которых надо фармить монеты, сделаны настоящими садистами. С боссами все понятно, вот босс, пойди убей, а вот там куча противников, постоянная движуха, и легко просто подскользнуться и растеряться. Еще, конечно, разрабы могли бы добавить некоторый бэкграунд боссам, потому что вот я в душе не понимаю, за что устраивать геноцид бедных овощей и зверюшек. Могли бы рассказать, кто это и откуда, какое у них свое темное прошлое, как в Dark Souls, например. А тут мы просто убиваем, потому что нам так сказали. А на этом все. Пишите, какие боссы вам дались сложнее всего, какие легче, чем запомнились и почему стали любимыми. Если будете себя хорошо вести, в ноябре поговорим про Full Throttle и Monkey Island. Всем пока, ребята, я начал делать годные превьюшки, обложки, баннеры, аватарки. Все это можете заказать у меня в группу, за 15 рублей сделаю вам лучшее оформление. Также можете заказать у меня рендер ролика, смонтирую ролик за вас всего за 300 рублей. В принципе, довольно дешево. А качество, вы видите сами, я думаю, выше среднего. Обязательно заглядывайте в группу, ссылочка будет в описании. И заказывайте себе топовые превьюшки. Все я делаю вручную, обращайтесь либо в ЛС, либо ко мне в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.